Приветствую вас на своем канале. Сегодня приготовим торт, который выглядит как заснеженный домик, собирается из трубочек и всегда исчезает первым со стола. Торт «Монастырская изба» с вишней. Уютный, нежный, рассыпчатый и по-настоящему праздничный. Приготовьте этот торт к Новому году, к Рождеству и просто для семейного чаепития. Приготовим тесто. К муке добавьте разрыхлитель и щепотку соли. Натрите холодное сливочное масло в муку или нарубите его ножом до крупной крошки. Также можно нарезать мелким кубиком, добавить к муке и использовать для этой цели измельчитель. Получившуюся крошку пересыпьте в большую миску. В отдельной миске смешайте сметану и сахар. Перемешайте до растворения сахара. Добавьте сметанную смесь к мучной крошке. Быстро замесите тесто в начале миски, а затем на коврике. Не вымешивайте до однородности, сохраните в тесте кусочки масла. Именно они дают слоистость. Разделите тесто на 5 равных частей. Придайте форму прямоугольника, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут. К размороженной вишне добавьте сахар и кукурузный крахмал. Количество сахара можно уменьшить, если вишня сладкая. Переложите массу в сотейник или кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивайте и доведите массу до кипения. К этому времени вишня должна загустеть. Снимите с огня и переложите начинку в миску. Полностью остудите перед использованием. Сформируем 15 трубочек. Достаньте один кусочек теста из холодильника. Раскатайте его в прямоугольник примерно 27 на 24 сантиметра. Тесто будет получаться достаточно тонким. Разрежьте тесто на 3 равные полоски. Выложите вишневую начинку вдоль каждой полоски и сверните тесто в плотную трубочку. Смочите край водой, соедините и слегка прокатайте. Повторите процесс со всем тестом. Далее разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте трубочки около 20 минут до легкого золотистого цвета. В моей газовой духовке я выпекала на верхнем уровне. Вы ориентируйтесь на особенности своей духовки. Достаньте трубочки из духовки и полностью остудите. Не собирайте торт из теплых трубочек. Приготовим крем. Возьмите хорошо охлажденную сметану, добавьте к ней сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте до пышного и стабильного крема. Если сметана жидкая, то ее можно отвесить через марлю. Я использую сметану 25% жирности. При желании можно подрезать трубочки, чтобы все были строго одинаковые. Для этого выберите самую аккуратную ровную длинную трубочку, это будет эталон. Все остальные трубочки прикладывайте к эталону и подрезайте одним уверенным движением, без пиления, с 2 сторон. Соберем торт. Смажьте подложку тонким слоем крема, чтобы трубочки под своим весом не разъехались. Выложите первый ряд из 5 трубочек. Каждую верхнюю трубочку выкладывайте между 2 нижними, таким образом образуя шахматный порядок. Щедро промажьте кремом, сверху выложите 4 трубочки и снова нанесите крем. Продолжайте сборку. 3 трубочки. Крем, 2 трубочки и, наконец, 1 трубочка.
Обмажьте верх и бока торта кремом и разровняйте поверхность. Оставьте 2-3 столовых ложки крема для того, чтобы обновить перед декором. Уберите торт и остатки крема в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте торт тертым шоколадом. Кроме тертого шоколада, можно украсить верх торта вишней, засахаренной клюквой или брусникой, шоколадной стружкой плюс какао через трафарет, измельченными орехами, кокосовой стружкой создает эффект снега, миндальными лепестками, а также тертым белым шоколадом. Можно украсить домик. Для этого использовать квадратики темного шоколада для окон, печенье савоярди или песочное – это дверь, и миндальные лепестки, вафли или кокос для крыши. Разрежьте торт на кусочки, и можно угощаться. Монастырская изба с вишней, она же дрова под снегом, или шапка гугуцы – это рассыпчатый, сочный и очень домашний торт. Приготовьте его для праздников, выходных и уютных семейных чаепитий. От всей души рекомендую. Друзья, поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто сегодня празднует. Пусть этот светлый праздник наполнит сердца теплом и надеждой. Ну а я желаю вам всего доброго, до новых встреч и, конечно же, увидимся!